Сегодня готовим идеальное ночное тесто, из которого утром можно приготовить что угодно. Сладкие булочки, творожные булочки, сырные или даже мягкий хлеб. Утром тесто просто ждет, когда его превратят во что-то ароматное, пышное и домашнее. Начинаем мы с основы. Это тыквенное пюре. Я заранее отвариваю кусочки тыквы до мягкости и измельчаю блендером до однородности. Вес отварной тыквы 300 грамм. Оно теплое, ароматное, придает тесту нежный цвет, мягкость и особую текстуру. Добавляем 125 мл теплой воды, 125 мл теплого молока, 3 столовые ложки сахара, 2 яйца, ваниль, 50 грамм сливочного масла, 50 мл растительного масла. Перемешиваем венчиком до однородности. Добавляем муку, соль по вкусу, 8 грамм дрожжей. Муку рекомендую вводить частями. Тесто должно получиться нежным, мягким и слегка липнуть к рукам. Не забивайте его лишней мукой, пусть оно будет живым и податливым. Всего муки мне понадобилось 880 грамм. Миску смазываем растительным маслом, кладем тесто, и теперь самое интересное, я просто накрываю пленкой и убираю в холодильник на ночь. Пусть оно отдыхает и медленно подходит. Это и есть секрет волшебного вкуса. А утром вы открываете холодильник, и перед вами пышное, ароматное, эластичное тесто, готовое к работе. Ему нужно всего 30-40 минут, чтобы согреться при комнатной температуре. А пока делаем начинку. У меня будет сладкое из творога, 900 грамм любой жирности. Добавляю сахар 10 столовых ложек, так как тесто у нас не сладкое, поэтому начинку мы делаем сладкую. Добавляем 1 желток и 1 чайную ложку кукурузного крахмала. Перемешиваем вилкой. А теперь можно творить. Выкладываем тесто. Делим на равные части. Руки смазываем маслом, так как удобно будет работать с тестом, и оно не будет липнуть к рукам. Берем небольшой кусочек теста, разравниваем руками и с помощью ножа делаем вот такие вот надрезы. Заплетаем косички с двух сторон, как показываю на видео. Покажу еще несколько раз, как мы делаем вот такие вот красивые лодочки. Но можно делать любую форму булочек. Возможно, у вас уже есть любимая техника формирования булочек. Перекладываем на пергаментную бумагу, даем подойти минут 20-30, накрыв полотенцем. Середину нужно немного придавить с помощью ложки или пальцами. Выкладываем творог, берем белок, который у нас остался, и смазываем булочки. Украшаем любыми ягодами, у меня замороженная голубика. Выпекаем при 180 градусах примерно 25-30 минут, но ориентируйтесь по своей духовке. Булочки должны стать румяными, и аромат просто волшебный. Получаются пышные, воздушные и яркие. Долго не черствеют и подходят для любой начинки, сладкой или соленой. Это тесто настоящее спасение, когда хочется свежей домашней выпечки, но нет времени возиться утром. Один раз приготовили вечером, и утром у вас готова база для любых идей. Попробуйте, и вы больше не захотите делать тесто иначе. Всем приятного аппетита!